Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Давно обещал сделать ролик по рабочей одежде. В этом ролике я сделаю обзор всех своих комбинезонов, рабочей обуви, средств защиты, а также дам полезные советы по этой теме. Честно скажу, что я очень долго сопротивлялся профессиональной рабочей одежде. Работал в старых вещах из своего гардероба. Если вы посмотрите мои ранние ролики, то увидите, что я работаю в трениках. Я руководствовался очень простым принципом, не лишенным логики. Зачем покупать рабочую одежду, если есть старая, изношенная, которую не жалко? Постепенно, в течение нескольких лет, мое сознание менялось. Производители начали присылать мерч, то есть комбинезоны, штаны, майки, которые раздают в рекламных целях. И со временем я понял все плюсы рабочей одежды. Это же касается инструмента. Новички, когда приходят на стройку, они не понимают, зачем дорогой профессиональный инструмент, если есть более дешевый, китайский, любительский, который стоит в 3, в 4, в 5 раз дешевле. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Примерно 8 месяцев назад, еще до эпопеи с коронавирусом, я ездил в Москву и решил купить нормальные рабочие одежды. В итоге я купил 4 полукомбинезона, 2 пары рабочей обуви и 1 куртку в комплекте с полукомбинезоном. Возникает вопрос, зачем столько рабочей одежды и почему ее нельзя купить в Минске? Во-первых, хоть Минск и столица, но здесь не всегда все есть в наличии. Многие позиции заказные, а рабочую одежду надо мерить. И поэтому я решил за раз купить много комплектов, чтобы у меня в течение 3 лет не было никаких проблем с этой одеждой. Второе, это то, что я люблю работать на стройке, на объекте в чистой одежде. Когда я одеваю чистый комплект одежды, у меня улучшается настроение и сразу появляется желание работать. Соответственно, вырастает производительность. Рабочую одежду покупал от компании Техноавиа. Эту одежду мне порекомендовал Шайтер Андрей. Из всего многообразия я выбрал 4 комплекта, которые максимально подходят для ремонта и отделки. Кстати, вариантов очень много, в том числе и по специализированным видам работ. У всех комбинезонов в комплекте есть куртки, но я их не покупал, потому что я фактически всегда работаю в помещении. Единственное, что в одном комбинезоне Дунай я взял дополнительно куртку, если надо выйти где-то на улицу. Сразу хочу сказать, что рабочие комбинезоны практически не делаются на 100% из хлопчатобумажной ткани. Они делаются из смеси тканей, синтетика плюс хлопок. Для чего это сделано? Для того, чтобы ткань быстро не изнашивалась. Если сделать комбинезон на 100% из хлопка, то в процессе строительных работ вам его хватит, наверное, на месяц. Мне хочется всегда сказать комбинезон, хотя по сути это полукомбинезон. Но если я буду говорить комбинезон, то, пожалуйста, не обращайте внимания, привычка. Первый полукомбинезон, в котором я сейчас снимаюсь, называется Милан. Начну с него. Цвет комбинезона белый, с серой отделкой. Кстати, на этот комбинезон в комментариях обращали больше всего внимания. Ткарь Super Bond Master. Смесь 65% полиэфира, 35% хлопка. С малосминаемой отделкой. Плотность 210 грамм на метр квадратный. Производство компании Klopman, Италия. Ткань наколенников Cordura. Плотность 295 грамм на метр квадратный. Низ брюк тоже сделан из ткани Cordura. Это сделано для того, чтобы ткань не изнашивалась и не висела внизу лохмотьями. В комбинезоне эластичная тесьма на талии. Чем это хорошо? Что комбинезон частично висит на талии и нету нагрузки на шлейки. Потому что в тех комбинезонах, где нету эластичной талии, соответственно, вся нагрузка висит на плечах, и не всегда это удобно, потому что такое создается ощущение, что что-то давит сверху на плечи. Бретели, шлейки сделаны из эластичного материала с возможностью быстрой регулировки. То есть шлейку можно удлинить или укоротить очень быстро. Чем хороша эластичная ткань? То, что, допустим, вы поднимаете руки, у вас натягивается не весь комбинезон, а именно растягивается шлейка. Верхняя часть спины, она сделана из трикотажного полотна, оно тоже тянется. Получается, что когда вы садитесь, нагибаетесь, это все растягивается, шлейки растягиваются и не создается ощущение тяжести комбинезона. В комбинезоне сбоку, спереди
Сзади есть накладные многофункциональные карманы, в которые можно укладывать как объемные предметы, так и какие-то маленькие, допустим, ручка или карандаш. Все карманы в комбинезоне, они к низу расширяются. Это сделано для того, чтобы можно было в карман засовывать какие-то объемные предметы. Также есть еще вот такие вот шлевки под ремень. То есть, если у вас недостаточно резинка сжимается на талии, можно дополнительно надеть ремень. Есть полукольцо для крепления каких-то мелких предметов. Или, допустим, можно закрепить маленький карабин. В этом комбинезоне есть очень удобная штука. Здесь встроен замок. Он сделан, получается, по принципу корсета. Не надо расстегивать шлейки, вы просто... Так, трусов не видно хоть? Скидываете вот так вот и таким же образом надеваете. На комбинезоне присутствуют светоотражающие элементы. Для отделки и ремонта в помещении, конечно, это не особо актуально, а вот если вы работаете на улице, например, где-то вблизи дороги, то эти элементы отражают свет фар, и вы становитесь заметными в темноте. Очень часто в роликах мне пишут то, что я работаю без наколенников. Говорят, побереги свои коленки, надевай наколенники. На самом деле наколенники у меня есть. Это такие вот вставки. Во всех полукомбинезонах на коленке, вот здесь вот, есть скрытый карман под такие вот мягкие вставки. Они в моем случае гораздо удобнее, чем наколенники, потому что наколенники мне пережимают обратную сторону колена. А вот эти вставки, они болтаются в воздухе, когда надо, я на них становлюсь, очень удобно, скажем так. Цена комбинезона 4643 российских рубля. Здесь я продублирую в долларах. Следующий комбинезон SkyMaster. Отличительная особенность этого комбинезона – это повышенное содержание хлопка в составе. Ткань New Arena с малосминаемой отделкой. 60% хлопка, 40% полиэфира. Плотность 250 грамм на метр. Производство той же компании Klopman, Италия. Цвет комбинезона темно-синий с оранжевыми вставками. В комбинезоне присутствуют светоотражающие сигнальные элементы на случай, если вы будете работать на улице. Эластичная резинка на талии. Также присутствует, как эти штуки называются, забываю все время, для ремней. Короче, присутствуют такие вот шлейки для ремня, если вам этой резинки не хватает. Верхний и боковой карман на молнии. На коленках присутствуют карманы для амортизационных вкладышей. В шлейке сзади встроена резинка. Цена комбинезона 3133 российских рублей. Следующий комбинезон Бавария. Он очень похож на комбинезон SkyMaster. Цвет комбинезона светлый и темно-коричневый. Ткань New Arena смесовая с повышенным содержанием хлопка. Хлопка 60%, 40% полиэфира. Малосминаемая. Плотность 250 грамм на метр. Klopman, Италия. Ткань точно такая же. Эти два комбинезона, Бавария и SkyMaster, из всей линейки выделяются повышенным содержанием хлопка, то есть они более приятные к телу. На штанинах присутствует светоотражающий материал шириной 5 см. Спереди и сбоку присутствуют многофункциональные карманы. Бретели с эластичной вставкой. Также эластичная вставка на талии. На коленях присутствуют карманы для амортизационных вкладышей. Цена этого комбинезона 3041 российский рубль. Следующий комбинезон – Дунай. Цвет комбинезона – морская волна. Особенность этого комбинезона в необычной ткани. Это переработанный полиэфир. Ткань называется Super Band Master. Смесь 65% полиэфира, 35% хлопка. С малосминаемой отделкой. Плотность 210 грамм на метр. Производство Klopman, Италия. Для тех, кто заботится об экологии, этот комбинезон – лучший выбор. Кстати, ткань легкая и приятная на ощупь. В этом комбинезоне, как и в предыдущих, присутствуют многофункциональные карманы спереди и сбоку, эластичная бретелька, карманы для амортизационных вкладышек на колени. Отличительная особенность этого комбинезона – это вентиляционная вставка на замке. В этом комбинезоне также присутствуют светоотражающие элементы. Цена комбинезона 3171 российский рубль. Теперь по комбинезонам можно подвести небольшой итог. В этих комбинезонах я уже отработал примерно где-то 7 месяцев. И на своей практике могу уже, в общем-то, сделать какой-то вывод по каждому комбинезону.
Больше всего из-за своей функциональности мне нравится комбинезон Milan. Он эффектно выглядит и он технологичный. То есть там много всяких вставок резиновых, каких-то застежек. Единственное, что если бы был вариант комбинезона Milan с более легкой тканью, это было бы вообще супер. Кстати, это рекомендация производителю. Если выполнять тяжелые, грязные, демонтажные, штукатурные какие-то работы, то, наверное, лучше подойдет Milan за счет того, что у него более износостойкая ткань. Если выполнять какие-то не особо грязные работы, то, наверное, лучше подойдут комбинезоны SkyMaster и Bavaria. Это комбинезоны наиболее приятные по ткани к телу, то есть потому что у них повышенное содержание хлопка. Если работать в жару, то, наверное, лучше всего подойдет комбинезон Dunay. Легкий комбинезон, ткань довольно-таки приятная. В общем, в принципе, я бы так сказал, что на первое место лично для себя я бы поставил комбинезон Milan, а вот все остальные 3 комбинезона я бы поставил в одну линейку. То есть они, в принципе, одинаково легкие и удобные. Теперь переходим к рабочей обуви. Еще хочу сказать про один момент. В рабочих ботинках и в рабочей одежде вы находитесь как минимум 8 часов в день. А в ботинках, которые вы носите с дома на работу и с работы домой, вы находитесь, 2 часа, может и того меньше. Поэтому какие ботинки должны быть лучше? Конечно же, те, в которых вы больше находитесь. Я купил себе 2 пары рабочих ботинок, ношу одни, по ним и сделаю обзор. Значит, это ботинки от компании Cofra. Итальянская компания, модель называется Monti. Они уже внешне немножко страшненькие, потому что я их эксплуатирую по полной программе. Я найду специально картинку, как они выглядели новые. Технави официальный представитель в России этой компании, и я думаю, надеюсь, что в ближайшее время появится большего весь модельный ряд этой обуви, потому что обувь очень крутая. Чем отличаются обычные ботинки от рабочих? У обычных ботинок есть одна существенная проблема. Они очень быстро на стройке разлазятся от растворов, от цемента, от шпатлевок. Эти ботинки я купил новые, кожаные, с полиуретановой подошвой, и они буквально через 3 месяца начали разлазиться. Это уже не первый случай. Я много приносил на стройку своих старых ботинок, которые носил на улице, хороших, фирменных, кожаных, и они месяц, 2, 3 буквально вылетают из строя. Если брать в расчет тапочки обычные, в которых любят работать, я в тапочках работать не люблю, потому что очень много было случаев, когда я голым пальцем натыкался на какой-то профиль или еще на что-то, или заляпывал штукатуркой ноги. В общем, я это не люблю. Я люблю работать в закрытых ботинках, чтобы потом носки и ноги оставались чистые. У рабочих ботинок защитная поверхность, то есть материал, которым они покрыты, износостойкий и маслостойкий, то есть он защищает от всех производственных загрязнений. Во-вторых, на носике есть алюминиевая вставка, которая защищает вашу ногу, допустим, от случайного падения каких-то тяжелых предметов. Эта вставка выдерживает 200 джоулей. 200 джоулей — это если взять 20-килограммовую гирю и с высоты 1 метр кинуть вам на ногу. Плюс у этих ботинок противопрокалываемая подошва. Распространенная ситуация где-то, торчащий гвоздь. То при весе обычного человека, если он наступает на эти ботинки, эта подошва выдерживает. То есть при весе 80-100 килограмм этот гвоздь не сможет проткнуть полностью подошву. Причем, что вставка, которая находится в ботинках, она не металлическая. Она сделана из такого материала типа кевлара. Она так и называется — противопрокалываемая неметаллическая вставка. И плюс ко всему, внутреннее покрытие ботинок — это антибактериальная прокладка, которая очень хорошо отводит влагу, плюс анатомическая полиуретановая стелька. Стоят они недорого, они стоят в районе 5000 российских рублей. Для сравнения, вот эти вот No Name я покупал где-то за 3500 российских рублей, может чуть меньше. Я думаю, что на года 2-3 мне их в принципе хватит. Единственная проблема, что я стер носик,
Почему это происходит? Потому что когда я укладываю плитку или напольное покрытие, у меня вот этот носик, он все время, получается, трется об стяжку. А стяжка, она получается как наждачка. Но здесь металлическая вставка и, в принципе, ну вот в таком виде они и останутся. Так что, если кому-то нужны рабочие ботинки, обратите внимание на эту фирму Кофра, итальянская. Можно посмотреть в каталоге, что есть, и посмотреть в каталоге у Технавиа. По ботинкам, в принципе, все. Вторые ботинки, которые я покупал, это Технавиа, ботинки открытого типа. Они кожаные, с литой полиуретановой подошвой, там тоже есть защита, там тоже противопрокалываемая стелька. Они, по-моему, еще дешевле стоили, они стоили вообще там что-то в районе 3000. Но я их еще не носил. Мне посоветовали вот эту вот фирму, она дешевле значительно. Кофра сказали, что вот это самые удобные ботинки. Так и оказалось. Я перемерил все модели, которые там были, ну, которые мне понравились. По факту, вот эта вот Кофра оказалась самая удобная. На строительном объекте существует такая проблема, что бывает, что негде хранить чистую одежду. Есть отличное решение. Я свою одежду храню в таких вот пластмассовых ящиках. Они герметично закрываются, и внутрь не попадает пыль. Всего у меня 2 больших ящика. И есть еще такой вот маленький ящик для телефонов, документов, ключей, небольшой техники. Летом мне хватает одного ящика, а зимой нужно 2, потому что есть еще куртка, ботинки зимние, в общем-то, все это помещается в ящики. И какую бы работу вы на объекте не делали, демонтажные работы, штрабление, одежда остается чистой. Ящики в любой момент можно взять домой и просто в ванной под душем помыть или протереть на работе тряпкой. Стоят они недорого, продаются практически в любом магазине. И если случайно вы такой ящик разобьете, не жалко. Ящики ставятся один в один для транспортировки. Средства индивидуальной защиты, с которыми я работаю. Здесь вот я у себя на ящике собрал почти что все, с большего, все вещи, с которыми я работаю. И сейчас я по порядочку все покажу. Начнем с чего? С защиты глаз. Стандартные обычные очки. То есть эти очки, ну, они такие быстросъемные. Вообще я рекомендую, если честно, вот в таких очках постоянно находиться, потому что я уже сам лично ездил 3 раза за вот всю мою карьеру строительную, 3 раза в больницу из глаз доставать то бетон, то клей, то какую-то металлическую стружку, и все время это получается, ну сейчас последний саморез закручу, и начинаю закручивать последний саморез, прежде чем идти домой, и попадает металлическая стружка в глаз. Это ирония судьбы, но так вот реально бывает. Поэтому такие стандартные очки, они недорогие. Есть у меня и тремовские, и более дешевые. Вторые очки, это очки закрытого типа, я использую для демонтажных работ. Я их вот сейчас вот помыл, потому что они были пыльные. Они, с большего защищают еще помимо глаз попадания такого, скажем так, непрямого удара грязи, пыли, а с боков тоже, сверху. Эти очки недорогие, вот эти UVX подороже. Немаловажная деталь – это зеркало. Зеркало нужно для того, что если вам что-то попадет в глаз, чтобы вы могли на объекте пойти помыть руки, посмотреть в зеркало и достать это. На самом деле, вроде как такая, ерунда, да, зеркало, но очень здорово помогает, потому что были случаи, когда не было зеркала на объекте, приходилось спускаться вниз в машину и в машине уже сидеть, что-то доставать, какую-то крупицу бетона, которая попала случайно в глаз. Почему я и говорю, что очки надо носить практически постоянно. Что касается слуха. Обычно, если надо что-то помешать, то есть кратковременное звуковое воздействие, я надеваю наушники. Это наушники 3M. Если лето, жарко, в наушниках жарко и продолжительная работа с, допустим, постоянно какой-то шум фоновый, то я использую обычные 3M-овские беруши. Они скручиваются в трубочку и просто засовываются в ухо. Они считаются одноразовые, но вообще на самом деле их можно стирать. Защита органов дыхания. Я использую обычную вот такую 3M-овскую маску 7500, размер L самый большой, и обычные угольные фильтры от органических соединений. Плюс вместо петфильтров использую маски.
Или предфильтры. Ну, предфильтры, если честно, дорогие. Обычные маски одноразовые в 2 слоя, и сюда вот вставляю в предфильтр. Также использую защитные маски вот такого вот типа с клапаном. Они тоже хорошо, кстати, защищают, и с ними удобно работать. У меня есть респираторы и такие попроще. Вот для сравнения, он раза в 4 стоит дешевле, чем тремовский. Ну, я их подсобникам даю, допустим, или там кто-то приходит, у кого защиты своей нету, в общем-то, берут эти респираторы. Но в нем единственное, что тяжелее дышать, чем в тремовском. Ну, одноразовые маски — это сейчас актуально от коронавируса. То есть, но от пыли, конечно, защита у них минимальная. И вот такие вот свиные носики. Тоже в основном они у меня лежат, если кто-то приходит на работу без средств защиты. То есть я как бы вот выдаю. Самое, кстати, наверное, в нем ни разу и не работал. Самый частый вопрос, который мне задают по перчаткам, это что за резиновые перчатки я использую. Вот это вот обычные хирургические или ортопедические перчатки с эффектом противопрокола. То есть если вот для чего хирургу такие перчатки, если он копается где-то там, собирает, допустим, поломанную ногу, и когда он натыкается на острую кость, чтобы эти перчатки сразу не разлазились. Они протыкаются, но они не разлазятся, в отличие от таких вот резиновых белых. Эти перчатки мне нравятся, у меня в них руки не особо потеют, поэтому я их ношу постоянно. А вот некоторые мои коллеги носят такие перчатки, другие не носят, говорят, что руки потеют. Но чем хорошо, что этих перчаток хватает, если аккуратно, где-то там на неделю. Если вы их прокалываете, маленькое отверстие, ну не страшно, они не разлазятся, потому что они очень крепкие. Вот, в принципе, по защите и все. Рекомендую к защите относиться очень серьезно. Всегда наблюдал такую картину, когда люди приходят работать на стройку, они сначала вообще безалаберно относятся к защите, работают перфораторами, отбойными молотками, не защищают органы слуха, но потом со временем, через год-два, все равно покупают себе всю защиту и приходят к тому, что действительно надо и респиратором пользоваться, маской, и очками, и наушниками, перчатками, потому что знаю людей, которые вообще и плитку укладывают без перчаток, потом кожа вся вокруг ногтей разъета. И кепка. Иногда там пишут, типа, а что ты в кепке, у тебя что, комплексы какие-то? Нет, у меня никаких комплексов, просто это элементарная защита, прежде всего от пыли, а вторая защита это того, что может наткнуться на что-то острое, там профиль какой-то гипсокартона. А так, в кепке, во-первых, защита глаз, а во-вторых, ну, головы. Надеюсь, моя информация для вас была полезной. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то, конечно же, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий, нажимай на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч. Еще хотел показать. Сейчас, секундочку, подождите. В качестве музыки на работе, это хоть и не система защиты, я использую вот такую вот колонку JBL. Ее можно мыть и довольно-таки неплохое звучание. Еще у нас на объекте есть микроволновка и электрический чайник. Тогда, в принципе, получается, что можно комфортно работать. До свидания. Первый это полукомбинезон. И четвертый Бавария. Камеры, съемка там Full HD, рамка. Ткань у комбинезона называется Супербандмастер. Но не критично. А что такое доллар? И что на него можно купить? А что, ты не русский, что ли? Так, трусов не видно хоть? Ну, а снизу, соответственно, открывается, если надо сходить по малой нужде. Можно защемить. Как эти штуки называются? Забываю все время. Для ремней.